Доброго времени суток, дорогие рукодельницы! В данном видео я предлагаю вам присоединиться и связать вместе со мной такую простую, легкую, ажурную шапочку с козыречком на лето. Вязание этой шапочки выполняется быстро, просто и легко. Вязать такую шапочку можно на любой объем головы. Что для этого нужно знать? Существует такая таблица, в которой указано объем головы, диаметр дна шапочки и высота шапочки. Используя эту таблицу, вы легко свяжете такую шапочку на нужный вам объем головы. Я вязание этой шапочки выполнила на объем головы 48-50 см. Для вязания данной шапочки я использовала пряжу Коко. Это хлопок в 50 грамм 240 метров. Для вязания я использовала крючок номер 2. В процессе вязания нам пригодятся маркеры и 2 пуговки. Раз пуговка и 2 пуговка. Процесс вязания данной шапочки очень простой. Будем выполнять вязание по этой схеме. Начинаем вязать от макушки. Ряды с прибавлением, с расширением до нужного диаметра дна шапочки. При этом обязательно учитывайте, что эта вязка очень легко тянется и сидит на голове лучше, когда она чуть растянута. Поэтому чуть меньше должен получиться диаметр дна шапочки, и затем уже ряды вяжутся без прибавления, так как закончился последний ряд рядами с прибавлением. Затем здесь провязываются ряды в 2 нити, столбики без накида, и после чего выполняется вязание этого треугольничка, который впоследствии пришивается пуговками с 2 сторон, и получается такой простой и интересный козыречек. Берем пряжу и приступаем. Пряжа от мотка. Делаем скользящую петлю, пряжу разворачиваем так, подхватываем нить, протягиваем, делаем узелок. Если потянуть за короткий хвостик нити, эта петля уменьшается. Берем петлю и разворачиваем ее. В эту петлю выполняем вязание первого ряда. Ввожу крючок в саму петлю, подхватываю нить и выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Далее в эту же петлю выполняем вязание 11 столбиков с одним накидом. Накид, вытягиваем нить, провязываем накид, столбик 1, накид, столбик 2, накид, столбик 3, накид, столбик 4, накид, столбик 5, накид, столбик 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Вязание первого ряда мы выполнили. Подхватываем короткий хвостик нити и тянем. Вязание первого ряда у нас соединяется в круг между, смотрите, 1, 2, 3 воздушные петли подъема и первый столбик с одним накидом. Между ними ввожу крючок, подхватываю нить, протягиваю. Вязание первого ряда я выполнила и соединила. Вязание второго ряда выполняется следующим образом. 2 столбика с одним накидом с одним основанием. За следующий промежуток между столбиками предыдущего ряда, между ними выполняем также 2 столбика с одним накидом с одним основанием и 2 воздушные петли.
И этот раппорт узора повторяем по кругу. Выполняем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. В это же основание выполняем 1 столбик с одним накидом. Накид, столбик. За следующий промежуток между столбиками предыдущего ряда выполняем 2 столбика с одним накидом. Накид, провязываем накид, столбик 1, накид. В это же основание ввожу крючок. Вытягиваю нить, провязываю накид, провязываю столбик. 2 воздушные петли, 1, 2, и раппорт узора повторяем. Делаю накид, 1 промежуток пропускаем, за следующий промежуток ввожу крючок. 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. 1, в это же основание ввожу крючок, 2 столбик, вязание следующей пары за следующий промежуток выполняем. Вытягиваю нить, столбик с одним накидом 1, накид, и в это же основание столбик с одним накидом 2. 2 воздушные петли, 1, 2, и раппорт узора повторяем еще дважды. Пропускаем 1 промежуток, за следующий промежуток выполняем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, за следующий промежуток также 2 столбика с одним накидом, с одним основанием, 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2, и еще 1 раз повторим раппорт узора, 1 промежуток пропускаем, за следующий вводим крючок. Столбик с одним накидом, 1, накид в это же основание, столбик с одним накидом 2, накид за следующий промежуток, еще пара столбиков с одним накидом, с одним основанием. 2 воздушные петли, 1, 2. Вязание второго ряда мы выполнили. Вязание следует замкнуть. Для этого крючок вводим между парами. 2 столбика, столбик и 3 воздушные петли подъема. Здесь вводим крючок, захватываем нить, протягиваем. Вязание третьего ряда выполняем следующим образом. 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3. В это же основание выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1, 2, затем за 2 воздушные петли выполняем столбик с одним накидом, 1, 2 воздушные петли, 1, 2, накид за воздушные петли, столбик с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные петли, 1, 2. Выполню раппорт узора вместе с вами еще раз. Делаю накид, крючок ввожу между парами столбиков с одним накидом. Выполняю 4 столбика с одним накидом, 1, накид в это же основание, 2, 3, накид и 4 столбик с одним накидом. Далее 2 воздушные петли, 1, 2, накид, за 2 воздушные петли столбик с одним накидом, 1, 2 воздушные петли, 1, 2, накид, за 2 воздушные петли столбик с одним накидом, 1, 2, 2 воздушные петли, и раппорт узора повторяем, начиная с 4 столбиков с одним накидом. Здесь. И затем раппорт узора еще здесь.
Вязание 4-го ряда выполнено. 2 воздушные петли и вязание ряда соединяем. Также ввожу крючок между парами. Захватываю нить, вытягиваю. Вязание 4-го ряда выполняется следующим образом. Повторяется 4 столбика с одним накидом, с одним основанием, 2 воздушные петли. И так выполним вместе с вами. 3 воздушные петли подъема, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. И в это же основание выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, 1, 2. Следующие 4 столбика с одним накидом выполняем за промежуток этот. Смотрите, 2 воздушные петли, 1, 2, 3. Выполняем посередине накид и 4 столбика с одним накидом. 1, в это же основание ввожу крючок, 2, 3, 4. 2 воздушные петли и раппорт узора повторяем. Здесь между парами, затем за 2 воздушные петли центральные и повторяем раппорт узора по кругу до конца. Вязание 4-го ряда выполнено. Ряд замыкаем также, вводя крючок между парами. Захватываю нить, протягиваю. Вязание 5-го ряда. В 5-м ряду раппорт узора повторяется такой же, как и в 3-м ряду. Делаем 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. В это же основание еще 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, 1, 2. Затем за 2 воздушные петли выполняем столбик с одним накидом, 1, 2 воздушные петли, 1, 2. Затем за эти же 2 воздушные петли столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2. Раппорт узора повторяем. За этот промежуток между парами 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли, за 2 воздушные петли столбик с одним накидом, 1, 2 воздушные петли, 2 столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и раппорт узора повторяем. Вязание 5-го ряда выполнено. Ряд замыкаем также, вводя крючок между парами. Захватываю нить, протягиваю, ряд замкнула. Вязание 6-го ряда выполняется раппорт узора так же, как и в 4-м. 4 столбика с одним накидом и с одним основанием, 2 воздушные петли и повторяем. Выполним вместе с вами. 3 воздушные петли подъема, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. В это основание выполняем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 2 воздушные петли, затем 4 столбика с одним накидом выполняем за 2 воздушные петли центральные. 1, в это же основание 2, накид, в это же основание 3, 4, 2 воздушные петли, 1, 2, и затем раппорт узора повторяем. За пары, между парами
4 столбика с одним накидом, с одним основанием, 2 воздушные петли и за центральные 2 воздушные петли. Выполняем вязание 6-го ряда полностью. Вязание 6-го ряда выполнено, и ряд соединяем также. Ввожу крючок между парами, вытягиваю нить, соединила. Вязание 7-го ряда выполняется так же, как и вязание 6-го ряда. 3 воздушные петли подъема, 3, выполняющие роль одного столбика с одним накидом, в это же основание 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 2 воздушные петли и раппорт узора повторяем. За каждый промежуток между двумя парами выполняем вязание 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли и повторяем по кругу. То есть за каждый промежуток между парами выполняем вязание 4 столбика с одним накидом, с одним основанием и 2 воздушные петли. Выполнив вязание 7-го ряда, также замыкаем в круг, вводя крючок между парами, вытягиваем нить, протягиваем, ряд соединили. Вязание 8-го ряда выполняется таким же образом, как и вязание предыдущего 7-го ряда, только между 4 столбиками с одним накидом выполняется не 2 воздушные петли, а 3. 3 воздушные петли подъема, 2, 3, в это же основание 3 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, и раппорт узора повторяем. Вводим крючок между парами, выполняем вязание 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. 3 воздушные петли, 2, 3 и раппорт узора повторяем до конца ряда. 4 столбика с одним накидом, с одним основанием, основание между парами и 3 воздушные петли. Выполнив вязание 8-го ряда, замыкаем также в круг. Крючок вводим между парами, захватываем нить, протягиваем. Вязание 9-го ряда. В 9-м ряду раппорт узора выполняется следующим образом. 4 столбика с одним накидом, с одним основанием, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом за 3 воздушные петли, 2 воздушные петли и раппорт узора повторяем. Выполняем 3 воздушные петли подъема, выполняющие роль одного столбика с одним накидом. Накид, и в это основание 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли, 1, 2, накид, столбик с одним накидом за 3 воздушные петли, 2 воздушные петли, затем за промежуток между парами, вот этими, 4 столбика с одним накидом. Накид, столбик 1, столбик 2, столбик 3, столбик 4, 2 воздушные петли, накид, за цепочку из 3 воздушных петель столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и раппорт узора повторяем.
Выполняя вязание рядов, периодически кладите линейку либо сантиметровую ленту через центр и измеряйте диаметр дна шапочки. При этом, на что обращаю я ваше внимание, смотрите, как вы выполняете вязание, то есть плотно либо свободно. Что касается моего вязания, оно очень легко тянется во все стороны. Поэтому я буду вязать чуть меньший диаметр, чем мне требуется. Вот даже сейчас смотрите. Получается 13 сантиметров. И легко тянется, даже вот на 1 сантиметр легко вытянулось само вязание. Поэтому я буду выполнять чуть меньше, чем мне требуется. Выполнив вязание 9-го ряда, также замыкаем в круг. Вводим крючок между парами, протягиваем нить. Ряд соединили. Вязание следующего 10-го ряда выполняем точно так же, как и вязание предыдущего 9-го ряда. То есть раппорт узора будет у нас состоять 4 столбика с одним накидом с одним основанием, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом за этот столбик, 2 воздушные петли, и раппорт узора повторяется. 3 воздушные петли подъема, выполняющие роль одного столбика с одним накидом, в это же основание 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. 1, 2. Накид за столбик предыдущего ряда. Столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, и раппорт узора повторим еще раз. Накид за промежуток между парами, 4 столбика с одним накидом, 1, 2, 3, 4. 2 воздушные петли, накид, столбик с одним накидом за столбик с одним накидом предыдущего ряда. 2 воздушные петли, и раппорт узора повторяем. Выполнив вязание 10 рядов, мне диаметра дна шапочки вполне достаточно. У меня сейчас 14 сантиметров, при этом вязка легко тянется, и по сути получается это 15 сантиметров. Вот она, вязка, легко и хорошо свободно тянется. При этом, если диаметра дна шапочки вам сейчас недостаточно, выполните вязание еще 11-го ряда. 4 столбика с одним накидом с одним основанием, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом с одним основанием, 2 воздушные петли. И если 11-го ряда не хватает, 12-й ряд. 4 столбика с одним накидом с одним основанием, здесь, 2 воздушные петли, столбик с одним накидом 1, столбик с одним накидом 2 и 2 воздушные петли. И также раппорт узора повторять. Моей же ширины диаметра дна шапочки вполне достаточно. И теперь я выполняю вязание всех рядов раппортом узора предыдущего ряда. То есть также ряд соединяю, 4 столбика с одним накидом с одним основанием, 2 воздушные петли, 1 столбик с одним накидом, основание за столбик предыдущего ряда, 2 воздушные петли. И далее выполняю вязание шапочки до нужной высоты. При этом также вы можете шапочку эту вязать и примерять от макушки до нужной длины. Либо можете одевать на ребенка и смотреть, какой длины вам необходима эта шапочка. В процессе вязания шапочки до нужной глубины ее примеряем. И смотрите, что здесь важно. У меня получается около 15 сантиметров уже. На этом вязание ажурным узором я завершаю. И далее буду провязывать некоторое расстояние. То есть получается 1,5-2 сантиметра. И будет как раз необходимая высота шапочки.
В завершении вязания ажурного ряда я здесь добавляю вторую нить. И столбики без накида выполняю нитью в 2 сложения. За счет этого край шапочки будет более плотным и хорошо держаться на голове сама шапочка будет. Для завершения ряда также ввожу крючок между парами и подхватываю уже 2 нити. Протягиваю. Ряд соединила. Далее, смотрите, можно провязать сам образец столбиками без накида, а можно просто вязать и затягивать саму вязку до нужной плотности. При этом, смотрите, за 2 воздушные петли я провязала 1 столбик без накида, за столбик без накида 1 столбик без накида, далее 1 столбик без накида. Здесь у нас 4 столбика с одним накидом, а мы провязываем 3 столбика без накида. Между ними 1, между ними 2, между ними 3. И здесь также продолжаем за 2 воздушные петли 1, за столбик 1 столбик без накида, за 2 воздушные петли 1 столбик без накида. И так выполняем вязание первого ряда. Выполнив первый ряд вязания таким узором, мы уже смотрим, как нам следует вязать дальше. Либо распускаем и подтягиваем. Вполне возможно просто вязать потуже. Выполнив вязание первого ряда столбиками без накида, я обязательно беру сантиметровую ленту и проверяю. То есть вот свободно идет и на 48, и на 50 сантиметров объема головы. И далее, значит, продолжаю вязание столбиками без накида, соблюдая такую же плотность. При этом, смотрите, за столбик провязала, здесь столбик без накида, за 2 воздушные петли, затем 3 воздушные петли подъема и столбик с одним накидом. Между ними подхватываю нить, столбик без накида, и затем, смотрите, здесь мы не делаем воздушную петлю подъема, а продолжаем. Уже получается, за столбики без накида первого ряда мы выполняем вязание столбиков без накида второго ряда. И так по кругу выполняем вязание, уже получается до нужной высоты шапочки. При этом при вязании этих столбиков без накида можно дополнительно ввязать резиночку, здесь прикладывать ее и ввязывать. Выполнив вязание 5 рядов столбиками без накида, смотрите, здесь было у нас начало ряда. В этом месте мы ввели вторую нить. Здесь я ставлю маркер и довязываю прям до маркера над ним. Затем шапочку берем так, и здесь маркер, в 2 сложения сделали шапочку, и где второй пальчик, также при этом смотрим, чтобы узор здесь был, и здесь был такой же. И примерно получается половина, может быть чуть больше, чуть меньше. Ну вот опять складываем в 2 сложения, маркер здесь и маркер здесь. На этом расстоянии мы будем выполнять козыречек. Вязание первого ряда козыречка мы будем выполнять следующим образом. Подхватывать не петлю предыдущего ряда, а сам столбик. То есть, смотрите, за столбик ввожу крючок, подхватила, вытянула нить и затем провязала столбик без накида. Еще раз, за следующий столбик подхватываю сам столбик, вытягиваю нить, столбик без накида. И такие столбики выполняем до следующего маркера.
столбик без накида за каждый столбик предыдущего ряда. При этом также, если вам не видно первый столбик, его можете отметить маркером. Ну, на изнаночной стороне это хорошо видно. Вот он первый. Выполнив вязание до следующего маркера, здесь делаем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем и далее продолжаем вязать столбиками без накида. Вот он, последний столбик без накида, над ним воздушная петля подъема, крючок вводим во второй столбик без накида. Здесь был первый, это второй. И далее продолжаем простые столбики без накида, подхватывая петлю предыдущего столбика без накида полностью. И, конечно, в этот момент можете вязать поплотнее, чтобы сам козырек был более плотный. Выполняя вязание второго ряда до конца, смотрите, вот видно, это первый столбик уже нашего козырька. Здесь делаем еще столбик без накида, столбик без накида, за первый столбик первого ряда делаем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем, также получается первый пропускаем, а во второй вводим крючок и выполняем вязание далее. Столбик без накида, столбик без накида. Здесь столбики можно считать, можно не считать. Также вот в первый, где мы делали воздушную петлю, можете поставить маркер, чтобы вам было лучше видно. И выполняем вязание третьего ряда до конца. В завершении третьего ряда, смотрите, выполняем столбик без накида. Здесь за столбик без накида. И обязательно за воздушную петлю подъема ее прокалываем. И также здесь выполняем столбик без накида. То есть количество столбиков без накида в каждом ряду одинаковое. Делаем воздушную петлю подъема, вязание разворачиваем, первый столбик пропускаем, во второй вводим крючок и выполняем вязание столбики без накида. И таким образом выполняем необходимой высоты наш козырек. Выполняя вязание рядов козырька, периодически примеряем и проверяем, какой длины будет достаточно. В моем случае здесь провязано 10 рядов. Я загибаю так и смотрю, что этой длины вполне достаточно. То есть я еще один ряд провязала, и край стал загибаться. Таким образом это будет некрасиво, поэтому распустила и оставляю здесь только эти 10 рядов. В завершение здесь воздушную петлю не делаю. Эту нить аккуратно отрезаю и фиксирую ее с этой стороны, после чего будет пришито и хвостик нити торчать не будет. В завершении вязания я пришиваю здесь 2 пуговицы. Обязательно следите за тем, чтобы они пришились симметрично и параллельно. После чего выворачиваю на изнаночную сторону. Здесь, где ниточка была вторая запущена в вязании, ее аккуратно я зацепила и лишнее отрезала. И также здесь, где начинали вязание, эту нить также зацепила, дополнительно узелки сделала, еще протянула и после чего отрезала. И на этом все, шапочка наша готова. Носите с удовольствием, ставьте классы к этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И, конечно же, до новых встреч!